Элиза Дорн с детства жила с чувством, что отличается от других. Причиной этому был заметный шрам на ее щеке. След, который, по словам родителей, остался после пожара в доме, когда ей было всего 3 года. Пожар, в котором, как утверждали Леон и Вера Дорн, ей чудом удалось выжить. Никто, кроме них, не знал точных обстоятельств той трагедии. Шрам стал ее спутником, напоминанием о прошлом, которого она не помнила. Он был причиной шепота за спиной, назойливых взглядов в школе, неловких молчаний на семейных фото. Семья жила в небольшом и уютном городе Линден-Хиллз, окруженном зелеными холмами и старыми елями. Улицы были знакомы до последнего кирпича, соседи-то словно дальние родственники. И все в этом городе дышало спокойствием. Элиза проводила дни в привычной рутине. Учеба, встречи с подругой Майей, домашние задания, визиты к дерматологу. Она часто мечтала, если бы не шрам, все было бы по-другому. Ее бы приглашали на вечеринки чаще. Фотографии в соцсетях не приходилось бы обрезать под выгодным углом, да и уверенности в себе было бы больше. В одно субботнее утро, когда свет мягко падал сквозь занавески, Элиза сидела на диване, переписываясь с Майей. В углу комнаты отец возился с петлями шкафа, мама на кухне готовила кофе. Все шло по расписанию. Вера вошла в гостиную с газетой и пачкой писем. Она машинально пролистала первые страницы, но внезапно остановилась. Лицо побледнело. Элиза заметила, как пальцы матери дрожат, когда та сворачивает газету и выбрасывает ее в мусорное ведро, как будто бы там был что-то, чего никто не должен видеть. «Мам, все в порядке?» — спросила Элиза с удивлением, наблюдая за ней. «Просто плохие новости. Ничего интересного». Вера поспешила выйти на кухню. Неспокойное чувство поселилось в душе Элизы, но она отогнала его. Возможно, что-то связанное с работой. Она снова уткнулась в телефон. Позже, в тот же день, Элиза пошла на прием к доктору Мейсону, который вел ее с детства. Ожидая своей очереди в зале ожидания, она заметила газетный киоск напротив клиники. Газеты были те же, что и утром. Побуждаемая странным внутренним импульсом, она купила один экземпляр. Вернувшись в клинику, Элиза начала листать страницы. Ее взгляд остановился на разделе «Пропавшие без вести». Там было черно-белое фото девочки лет 2, волнистые волосы, прямой нос, знакомая форма губ. У нее не было шрама, но Элиза почувствовала, как внутри что-то кольнуло. Подпись: «Клара Ривз пропала в 2014 году из приюта «Долина надежды». Контактное лицо — Саманта Ривз, сестра». Сердце забилось быстрее. Элиза не знала, что именно ее привлекло, но она сохранила номер. И уже в автобусе по дороге домой написала сообщение. «Здравствуйте. Я видела объявление о Кларе. Это может прозвучать странно, но мне кажется, мы похожи. Я Элиза». Ответ пришел вечером. «Элиза, спасибо, что написали. Можете рассказать больше? Вы где-то видели это объявление?» Элиза сказала родителям, что хочет поехать сама, но Вера настаивала. «Мы тебя отвезем». В машине Элизе предложили воду. Она не придала значения. Но вскоре глаза начали закрываться сами собой, и последнее, что она помнила, это темнеющее небо за окном. Проснулась она в тесном фургоне среди леса. Было темно, за окнами шумели деревья. Сначала она подумала, что это сон, но, увидев родителей, поняла — они вывезли ее сюда. «Мы хотели отдохнуть», — сказал Леон. «Немного побыть с семьей, вдали от шума, от всего». Но ее тело было тяжелым, как будто она проспала 2 суток. И когда она попыталась встать, ноги задрожали. Потом последовало признание. Пожар действительно был, но не в доме и не с ними. Элизу нашли на заброшенном складе после взрыва, где, как потом выяснилось, содержали похищенных детей. Уцелевших было всего 3. Они не знали, кто она.
Документов не было. В приюте девочку никто не ждал. Леон и Вера, тогда бездетная пара, приняли решение. Незаконно. Они спасли девочку, но утаили правду. Шрам — след от ожога, полученного задолго до пожара. Возможно, его оставили сами похитители. Элиза не верила. Или не хотела верить. Она вырвалась из фургона, когда услышала голос охранника кемпинга. Растерянный мужчина увидел ее, испуганную, с трясущимися руками, и вызвал полицию. Дальнейшие события развивались стремительно, словно все происходящее наконец вышло из тени и стремилось обрести ясность. Элизу ждали бесконечные разговоры с полицейскими и социальными работниками, детальное изучение ее медицинских записей, сверка всех существующих данных, ее отпечатки, история прививок, даже старые рентгены все сравнивали, и каждый документ словно приоткрывал завесу тайны. Вскоре в полицейский участок прибыла Саманта Ривз, высокая девушка с таким же цветом волос, как у Элизы, с глазами, в которых сразу читалась смесь надежды, страха и любви. Она дрожащей рукой прикрыла рот, когда увидела Элизу. Обе на мгновение замерли, словно все происходящее было слишком нереальным, чтобы поверить в него сразу. Затем, не выдержав, Саманта бросилась вперед и обняла ее крепко, по-сестрински, будто боялась, что если отпустит, Элиза снова исчезнет. Слезы текли по ее щекам, и Элиза вдруг почувствовала, как что-то внутри нее треснуло и освободилось. «Ты жива. Я знала, что ты жива», — прошептала Саманта. Они стояли так долго, пока один из офицеров не напомнил о необходимости формальных процедур. Был назначен срочный ДНК-тест. Обе сдали образцы, и пока анализ обрабатывался, их не разлучали. Саманта рассказывала истории о детстве, о приюте, о том, как год за годом размещала объявления. Элиза слушала и смотрела на нее, и в каждом ее жесте, в каждом воспоминании находила отклик в своей душе. Позже, когда пришли результаты теста и подтвердили их родство, Элиза уже знала. Теперь она не одна. У нее есть семья, настоящая. Леона и Веру арестовали. Элиза, теперь снова Клара, наблюдала за ними в участке. Те, кто растил ее, кто укачивал по ночам, учили кататься на велосипеде, оказались чужими. Саманта рассказала о прошлом. Как их с Кларой оставили на улице. Как их забрали в приют. Как однажды Клара исчезла. И как с тех пор Саманта не переставала искать. Каждый год новое объявление. Каждый год надежда. Но теперь они вместе. Впереди были суды, много разговоров, новая школа, новая жизнь. Но Клара впервые чувствовала, что она дома. Ее шрам больше не был ее проклятием. Он был ключом, связью, памятью. И пусть ей всего 12, она знала точно. Правда может разрушить многое, но только ложь разрушает тебя изнутри. Дорогие зрители, как вы думаете, справедливо ли осудили Леона и Веру? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.